Здравствуйте! Вы на канале Вязаные истории, меня зовут Юлия. И сегодня мы продолжаем с вами вязать куколку Карамельку. В первых двух частях мы уже связали ей туловище, оформили голову и связали волосы. Сейчас будем вязать вот такой комбинезон. Он идет цельно вязаный, состоит из двух цветов. Это пряжа Yarnart Jeans, 50 грамм, 160 метров. Начинаем вязать с верхней части и потом переходим к нижней. Также нам понадобится еще пряжа немножко для цветочков разных оттенков и две пуговички 8-9 миллиметров у них диаметр. Вяжу я крючком 2 миллиметра. И давайте приступим сразу к вязанию. Так, начинаем верхним цветом. У меня в этот раз это будет желтенький. Набираем 37 воздушных петель. Набрали нужное количество петель. Далее начинаем вязать первый ряд. Вяжем со второй петли от крючка. Здесь у нас первая, мы ее пропускаем. Начинаем вязать со второй. Провязываем 5 столбиков без накида, прибавка, и так повторяем 5 раз. Вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый. В следующую петлю провязываем прибавку. Провяжите так еще 4 раза. 5 столбиков, прибавка. Провязали и далее довязываем оставшиеся 6 столбиков без накида. Вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и шестой столбик. В конце каждого ряда мы провязываем с вами воздушную петлю и вязание разворачиваем. Далее это у нас идет первая петелька, самая от крючка, мы ее не провязываем, вяжем, получается со второй. Здесь у нас первым пропускаем, со второй вяжем один столбик. В общем, нам надо провязать 41 столбик без накида до конца ряда. В конце ряда свяжите воздушную петлю и разверните вязание. Довязали до конца ряда, развернулись. Теперь в следующем третьем ряду мы будем формировать отверстие под пуговичку. Вяжем 1 столбик без накида, провязываем 3 воздушные петли. Первая, вторая, третья. Здесь пропускаем первый столбик, второй, третий. Вязать начинаем с четвертого. Провязываем столбик без накида, следующую петлю. Также вяжем столбик без накида, в следующую петлю провязываем прибавку. Дальше нам нужно провязать 6 столбиков без накида, прибавка 4 раза. Давайте провяжем первый вместе. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый и шестой столбик. Далее вяжем прибавку. Провяжите так еще 3 раза, 6 столбиков, прибавка. Провязали, у нас остались петельки, мы в них провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой столбик. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Следующий ряд у нас четвертый, нам нужно провязать 46 столбиков без накида.
А здесь, где мы делали воздушные петли, провязываем столбик без накида за полупетельку. Довяжите ряд до конца, провязываем воздушную петлю и вязание разворачиваем. Вяжем следующий ряд, 5. Нужно провязать 7 столбиков без накида прибавка и так повторить 5 раз. Вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Провязываем прибавку. Еще 4 раза провяжите 7 столбиков прибавка. Провязали, и в оставшиеся петельки провязываем 6 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Воздушная петля, вязание разворачиваем. Следующий 6-й ряд провяжите 51 столбик без накида. В конце ряда также воздушная петля и поворот на другую сторону. Провязали. В следующем ряду мы с вами будем оставлять петельки для формирования рукавчиков. Вяжем 7-й ряд, провязываем 7 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, 7 столбик. Набираем 6 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Теперь пропускаем 12 столбиков. Вязать начинаем с 13. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Их пропускаем. Вяжем в 13. Первый столбик без накида. Надо провязать всего 13 столбиков. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Снова набираем 6 воздушных петель. Первая петля, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Снова пропускаем 12 столбиков. Вязать начинаем в 13. Провязываем 7 столбиков без накида. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и 7. Воздушная петля и вязание разворачиваем. Вот что у нас с вами получилось. Эти петли мы больше не трогаем, которые мы 12 пропустили. Это у нас получились рукавчики. Вяжем дальше. Следующий 8 ряд нам нужно провязать 39 столбиков. Вяжем первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, 7. Теперь идем по цепочке из воздушных петель, захватываем только верхнюю полупетельку. 8 столбик, 9, 10,
11, 12, 13, 14. Так дальше вяжем до конца ряда. 39 столбиков. Последний столбик в ряду я не довязываю до конца, вытягиваю ниточку и оставляю 2 петли на крючке. Теперь желтенькую мы можем обрезать. Я оставляю чуть подлиннее, чтобы было удобнее потом спрятать этот кончик. И присоединяем ниточку бирюзового цвета. Придерживаем нить и довязываем столбик уже бирюзовым. Воздушная петля, вязание разворачиваем, и дальше мы с вами будем вязать за заднюю стеночку петель. Вот эти передние полупетельки мы оставляем нетронутыми, а вяжем только за задние. Вот такой у нас получится потом переход от одного цвета к другому. Провязываем 6 столбиков без накида прибавка. Так повторяем 5 раз за задние полупетельки. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Теперь провязываем прибавку. Это мы провязали 1 раз. Еще 4 раза провяжите 6 столбиков прибавка. Провязали. Дальше провязываем по оставшимся петлям 4 столбика без накида. Первый, второй, третий, четвертый. Воздушная петля, вязание разворачиваем. Дальше уже вяжем за обе стеночки петли, как мы обычно это делали. Так, вяжем мы 10 ряд, 7 столбиков без накида прибавка, также 5 раз. Первый вместе с вами провяжем. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и провязываем прибавку. Первый раз мы провязали, еще 4 раза вяжем 7 столбиков прибавка. Довязали, дальше провязываем оставшиеся 4 столбика без накида. Первый, второй, третий и четвертый. Воздушная петля, поворачиваем вязание. В следующем ряду мы снова будем вывязывать отверстие для пуговички. Провязываем 1 столбик без накида, 3 воздушные петли, пропускаем 3 столбика, первый, второй и третий. Вяжем, начиная с 4. Столбик без накида. И так до конца ряда нам нужно провязать с вами столбики без накида. Связали ряд до конца, вяжем воздушную петлю, разворачиваем вязание. И следующий ряд у нас идет 12. Провяжите 49 столбиков без накида. Довязали. Так же, как обычно, мы делаем воздушную петлю, вязание разворачиваем, вяжем следующий ряд, у нас 13. Нам нужно провязать 8 столбиков без накида прибавка и так повторить 5 раз. Вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и провязываем прибавку.
Еще 4 раза провяжите 8 столбиков прибавка. Провязали. Дальше довязываем оставшиеся 4 столбика. Первый, второй, третий и четвертый. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Так делаем в конце каждого ряда, чтобы вы не забыли. Далее с 14 по 16, это всего получается 3 ряда, мы провязываем по 54 столбика без накида в каждом ряду. Провязали 3 ряда, я примерила комбинезончик на тело куколки. Так это все выглядит. Теперь мы будем соединять детали вместе. Вяжем следующий 17 ряд. Нам нужно с вами провязать для начала 50 столбиков без накида. В конце ряда останется 4 столбика, мы их провяжем вместе. Провязали 50 столбиков, осталось 4 петли. Накладываем одну планочку на другую. Та сторона, где будут пришиваться пуговички, должна быть снизу, а сторона, где мы оставляли петельки для пуговичек, должна быть сверху. Вот так друг на дружку мы накладываем. Сложили. Теперь будем провязывать их вместе. Вводим крючок под верхнюю планочку и под нижнюю. Провязываем вместе столбик без накида. В следующую петлю также вводим крючок под обе планочки, провязываем столбик без накида. Третью петлю провязываем четвертый столбик вместе с планочкой. Это мы сейчас с вами провязали 17 рядов. Далее мы делаем воздушную петлю и будем теперь вязать поворотными рядами. Разворачиваем вязание, с изнаночной стороны вяжем 9 столбиков без накида прибавка, и так 4 раза. В самую первую петлю вводим крючок. Не забудьте сделать воздушную петлю перед тем, как развернуться. Так, первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый столбик. Далее вяжем прибавку. Провяжите так еще 3 раза. 9 столбиков прибавка. Провязали. По оставшимся петлям мы провязываем 10 столбиков без накида. Вяжем первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и 10. Довязали ряд до конца. Теперь присоединяемся соединительным столбиком в первый столбик. Мы, получается, в начале этого ряда провязали воздушная петля и дальше начали в самую первую петлю вязать столбики. Вот не в воздушную петлю, а именно в этот столбик мы присоединяемся соединительным. Вяжем воздушную петлю. И теперь вязание разворачиваем. Вяжем уже по лицевой стороне. Вяжем с 19 по 27 ряд. Получается всего 9 рядов по 54 столбика. В каждом ряду обязательно считайте количество столбиков, чтобы оно совпадало. Так, вяжем 19 ряд, самую первую петлю от крючка. Начинаем вязать. Первая, вторая, третья,
4. Итак, давайте провяжем по кругу и на этом месте с вами встретимся. Я провязала 52 столбика, вяжем дальше 53 и 54. Довязали ряд до конца. Теперь снова присоединяемся не в воздушную петлю, которую мы делали в начале, а в первый столбик. Присоединяемся соединительным. Делаем воздушную петлю. Первый из 9 рядов мы провязали. Теперь разворачиваем вязание и вяжем следующий ряд, 20. Также начинаем вязание с первой петли, не со второй, а с самой первой. Первый столбик, второй, третий, 4. Также вяжем по кругу, встретимся с вами вот в этом месте. Провязала 52 столбика, дальше вяжем 53 и 54. Не провяжите лишний, здесь мы уже не вяжем столбик, а присоединяемся к первому столбику в начале ряда соединительным столбиком. Воздушная петля, вязание разворачиваем. Также начинаем ряд с первой петли, не со второй, а с вот этой первой. Чаще всего именно из-за этого не получается вязать такими поворотными рядами, потому что пропускают здесь петельку, а здесь наоборот вяжут лишнюю в конце. Обязательно посчитайте количество столбиков в ряду, чтобы каждый ряд у вас было по 54 столбика. Довяжите так до 27 ряда, после будем разделять на штанишки. Провязали 27 рядов, вот так выглядит сзади шовчик. Теперь мы будем разделять с вами на штанишки. Посередине мы оставим по 4 столбика спереди и 4 столбика сзади, после их сошьем вместе. На штанишки получается по 23 столбика. Сейчас нам нужно с вами, мы закончили вязать ряд, воздушную петлю не делали. Теперь нам нужно вернуться назад, оставив при этом 4 столбика не провязанными. Получается, у меня серединка, первый столбик идет, вот это второй, третий и 4. Нам нужно попасть вот на этот столбик, и отсюда мы начнем вывязывать первую штанинку. Для этого мы разворачиваем вязание и с изнаночной стороны мы проходим к нужному столбику соединительными. Первый, второй и третий. Один у меня приходится на вот эту часть. Так, и теперь провязываем уже столбики без накида. 23. Первый, второй, третий, 4, 5. Провязали 23 столбика. Смотрите, чтобы оставшиеся столбики 4, которые мы оставим не провязанные, были ровно посерединке. Теперь возвращаемся к первому столбику в начале и присоединяемся с помощью соединительного столбика. Воздушная петля и вязание разворачиваем. Вяжем с первой от крючка петли следующий ряд. Нам нужно провязать 23 столбика во втором ряду штанины. Второй, третий, 4, 5, 6, 7,
21 я провязала, 22 и 23 столбик. Теперь также присоединяемся к первому столбику в самом начале ряда соединительным. Воздушная петля, разворачиваемся, вяжем с изнаночной стороны. Также с первого столбика, его не пропускаем. Первый, второй, третий, четвертый. Также провязываем по кругу, встретимся в этом месте. Я провязала 21 столбик, дальше вяжем 22 и 23. Присоединяемся к первому столбику соединительным столбиком и воздушная петля. Вязание разворачиваем и вяжем последний ряд, это будет 4. Всего штанинки у нас 4 ряда. И также дальше вяжем 23 столбика. Первый, второй, третий, четвертый, 21, 22 и 23 столбик. Присоединяемся к самому первому. Соединительный столбик, воздушная петля и ниточку обрезаем. Я обрезаю чуть-чуть подлиннее, чтобы мне было удобнее прятать хвостики. Первая штанина готова. Далее отступаем 1, 2, 3, 4 столбик. Эти мы столбики не провязываем. Также сзади. Присоединяем нить с изнаночной стороны, чтобы наш рисунок также повторялся. Делаем воздушную петлю. Теперь в эту же петлю мы провязываем первый столбик, а дальше уже в следующую второй, в следующую третий, четвертый, пятый, и так провязываем 23 столбика. Так, 23 столбик. Теперь также присоединяемся к первому столбику. Мы специально в один столбик связали воздушную петлю и туда же провязали столбик без накида. Присоединяемся к столбику соединительным, воздушная петля, разворачиваемся и дальше вяжем так же, как вязали до этого первую штанинку в первую петлю от крючка. И считайте каждый ряд, чтобы у вас всегда сходилось 23 столбика. Первый, второй, третий, четвертый, 23 и присоединяемся к первому столбику. Провяжите так еще 2 ряда, ниточку после обрежьте. Кончили вязать штанины. Теперь нам нужно попрятать хвостики. Я сейчас покажу вам на одном, как я это делаю. Давайте покажу на вот этих, где мы делали смену нити. Завязываем их на узелочек потуже. Я даже завяжу на 2. И теперь прячу бирюзовый в бирюзовом, желтенький в желтеньком полотне. Так. С помощью острой иголочки я прохожусь между столбиком. Прям между волокон.
Так получается надежнее, чем, например, просто вы с помощью крючка обернете хвостик через каждый столбик. Так. И все. На этом ниточку я обрезаю. Она хорошо спрятана, никуда не вылезет. Точно так же я прячу все остальные хвостики. После зашьем оставленное отверстие. Все кончики спрятали, выворачиваем комбинезончик на изнаночную сторону и сейчас будем сшивать оставшееся отверстие. Я сшиваю той же ниточкой, что и вязали комбинезончик. Захватываем не первые петельки, получается у нас с этой стороны 4 и с этой 4, а захватываем перед первыми петельками, чтобы здесь не осталось дырочки. Хвостик этот оставляем подлиннее. Теперь уже прошиваем сами петельки. Первая, вторая. Хвостик держите, когда подтягиваете, чтобы он не убежал. Третья и четвертая петелька. И вот теперь как раз таки, о чем я говорила в начале, вот эту часть мы тоже один раз прошиваем. Все это дело подтягиваем и возвращаем иголочку к оставленному хвостику. Хвостики между собой завязываем на узелочек и прячем точно так же, как и все остальные. Пришиваем пуговички. Пуговички я уже пришивать не буду. На камеру, думаю, здесь нет ничего сложного. Осталось нам с вами только выжать корзиночку с цветочками, завязать и все пришить. После того, как сшили расстояние между ножек, не забудьте вывернуть комбинезон на лицевую сторону. Вот эта каемочка должна быть лицевой, потому что иначе у вас не сойдутся отверстия для пуговок, получится наоборот. Вывернуть надо перед тем, как вы будете пришивать цветочки и кармашек. Для корзиночки, давайте свяжем вначале ее. Для корзиночки набираем 8 воздушных петель и поворотными рядами вяжем еще 5 рядов. Давайте вначале свяжем корзиночку. Я буду вязать ее желтеньким цветом. Для этого мы набираем 9 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая и девятая петля. Вязать начинаем со второй петли от крючка. Нам нужно провязать 4 ряда по 8 столбиков. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой столбик. Далее провязываем воздушную петлю, разворачиваем вязание, вяжем по второй стороне. Также нам нужно провязать 8 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый,
5, 6, 7 и 8. Провяжите так еще 2 ряда. После сделайте воздушную петлю и ниточку обрежьте, но обрежьте ее подлиннее, потому что мы будем пришивать этой же нитью корзинку к комбинезончику. Довязали, и теперь будем ее пришивать. Получается снизу 1, 2, 3, 4, 4,5. 1, 2, 3, 4 полных и еще одна половинка. Вот на этом месте я пришиваю кармашек. Пришили кармашек, теперь нам остается с вами связать цветочки. Для этого мы делаем кольцо амигуруми. Получается, уже у нас есть одна воздушная петля, еще 2 провязываем. 1, 2, делаем накид, провязываем 1 столбик с накидом в кольцо. 3 воздушные петли. 1, 2 и 3. Соединительный столбик в кольцо. Это первый лепесток. Дальше второй вяжем. 1 воздушная петля, 2, 3, столбик с накидом в кольцо. 3 воздушные петли. 1, 2 и 3. Соединительный столбик в кольцо. Уже 2 лепестка. Вяжем 3. 1 воздушная петля, 2, 3, накид, провязываем столбик с накидом. И снова 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Соединительный столбик в кольцо. Провяжите так еще 2 лепестка. После того, как провязали все 5 лепесточков, мы присоединяемся с помощью соединительного столбика в первую цепочку воздушных петель. Далее воздушная петля и обрезаем ниточку чуть подлиннее, потому что будем пришивать. Ниточку вытягиваем. Теперь поддерживаем и затягиваем кольцо амигуруми. Вот такой цветочек у нас получился. Вяжем таких 3 цветочка, если вы хотите, так же как на этом комбинезончике, разных цветов. После их пришьем.
Сейчас я вам покажу, как пришить цветочек, а остальные уже за камерой я пришью и доделаю. Так, находим место. Всего их получается 3. Начинаем пришивать первый. Захватываем стежок на комбинезончике и делаем стежок на лепесточке. Небольшой, на самом краю его не будет заметно. Дальше передвигаемся к следующему лепестку и также его захватываем. Прошили стежочек, идем к следующему лепестку. Так, я прошью только 4, этот будет у меня свободный, потому что я потом его отправлю в кармашек. Так, теперь выводим ниточку к первой, которая у нас осталась. Завязываем на узелочки. И теперь эти хвостики я прячу в цветочки, проходя между столбиками. Также и второй. Пришили, и остается нам только сделать теперь вот такие точечки. Я на этот раз буду делать их желтенькими. Вводим иголочку где-нибудь под лепесточком и выводим в серединку. Здесь оставляем хвостик. Захватываем небольшой стежочек из серединки цветочка и вводим иглу обратно и уже выводим на следующем цветке, также в серединке. И до конца не затягиваем. Также с фиолетовым делаем и переходим к желтенькому. Тоже до конца не затягиваем. Так, на розовый мы перешли. И теперь от розового, также под лепесточками, возвращаемся к оставленному хвостику. Здесь хвостики также завязываем на узелочек и прячем их в цветочках. Комбинезончик готов. Вот так он выглядит. У меня уже полностью связанный, все пришито. Единственное, как вы уже, наверное, поняли, я забыла его вывернуть перед тем, как пришивать кармашек. И у меня получились пуговки внутри, отверстие для пуговок, в общем, изнаночной стороной. Сейчас буду перешивать обратно кармашек, но главное, вы не сделаете того же самого. Встретимся с вами в следующей части по вязанию этой куколки. Будем вязать ей второй вариант волос.